Всем привет! Итак, в преддверии сессии я решила собрать все советы, которые я давала по поводу того, как подготовиться к экзамену. То есть я ранее делала на разные сроки, как быстро, как медленно и все такое. В общем, здесь будут новости одной строкой, так сказать. То есть советы одной строкой. Более подробно, если у меня есть информация, я буду просто ссылаться на видео, которые будут внизу в описании, для того, чтобы не затягивать. То есть если вам что-то интересно подробнее, переходите по ссылке, а мы начинаем. И начать, конечно, я хочу с очень банального, но все-таки совета — это то, что не стоит затягивать на самый последний момент. То есть все-таки, если вы активно работаете весь семестр или там весь курс, который у вас проходит, то есть на протяжении всего вашего обучения, если вы активно читаете, активно конспектируете, активно слушаете лекции, о чем я тоже много говорила, в общем, делаете все процессы активно, то, в принципе, в конце вам не нужно будет готовиться, потому что у вас будут достаточно крепкие знания, такие обширные. Вам надо будет только подстроиться под тот тип экзамена, который у вас будет. То есть либо это устное, либо там тестирование и так далее. Немножечко попробовать, припомнить все, что у вас есть, но так прям сидеть и заниматься вам, в принципе, не придется. А дальше, если особенно вы готовитесь за короткий срок, все как бы впихнуть в себя перед экзаменом, лучше вам идти от общего к подробностям. Что я имею в виду? Когда мы садимся учить там, экзаменационные все вот эти вопросы, тесты, еще что-то, мы всегда стремимся конкретные ответы получить, то есть заучить конкретные какие-то вещи, но наша память так устроена, что отдельные факты очень плохо запоминаются. То есть это максимально такой тяжелый, долгий путь, то есть да, вы запомните, но потратите на это очень много времени. Как же иначе работает наша память? Она любит сначала общую картину создать, то есть общую систему ваших знаний и понимание того, что вы вообще учите, и потом туда прекрасненько влазят те факты, которые вот отдельные, специализированные, какие-то более четкие, которые вам нужны на экзамене. Поэтому для того, чтобы подготовиться хорошенечко к тесту, к экзамену, к чему угодно, сначала вообще въезжаем в то, о чем предмет, о чем говорит. То есть вам нужно общее понимание, именно не запоминать какие-то отдельные вещи, а понимать в целом общий контекст, о чем идет речь, зачем вообще это нужно и так далее. То есть вам нужно вот въехать в тему. Затем, когда вы это понимаете, вы потом уже как бы внедряете какие-то подробности, которые конкретно вам нужны. Следующий момент – делаем карточки правильно. Очень часто я получаю запрос о том, что делать, ответ на карточку не влазит. Если у вас случилась такая ситуация, значит, вы не до конца проработали материал, потому что на карточку, если вы их создаете, индексовые карточки, мнемонические карточки, в общем, как угодно, когда у вас с одной стороны вопрос, либо какое-то понятие, с другой стороны у вас должен быть ответ, но ответ должен быть максимально коротким. То есть это, в принципе, в основном ментальные зацепки для того, чтобы вы ответили на этот вопрос. Это не подробно расписанный ответ на ваш вопрос. Это только вот какие-то зацепочки, какие-то общие фразы, либо какие-то понятия, за счет которых вы можете перевернуть карточку и да, это вот об этом. То есть вы должны вспомнить, то есть это вас должно натолкнуть на мысль. А если же вы очень много записываете, значит, вы еще не проработали материал. То есть то, что мы не можем очень коротко, очень содержательно пересказать, то мы не понимаем. Следующий дружеский совет от меня и от ученых – пишите от руки. Как ни крути, когда мы пишем от руки, это лучше запоминается, это лучше понимается, это лучше укладывается в нашу голову. Рука запускает определенные процессы. Как бы нам это ни хотелось, как бы нам не хотелось копировать, вставить на компьютере и получить готовый ответ. Если вы то же самое проделаете руками, то есть перепишите что-либо руками, даже если вы дословно это будете делать, как я это не люблю, но даже если так, все равно вы запускаете в вашем мозге уникальные процессы, которые помогают вам запоминать. Собственно говоря, перед экзаменом нам это не нужно. Дальше совет, который очень сложен в исполнении, многие ему противятся, но все-таки советую вам им не пренебрегать. Это сон. Особенно это актуально в период экзаменов, потому что, скорее всего, именно его мы себя лишаем, потому что нам кажется, что если мы не будем спать, у нас будет в 2 раза больше времени. Но так делает тот, кто не знает, как работает наш мозг, потому что, когда мы много учимся, нашему мозгу нужно время для того, чтобы переработать эту информацию и передать ее в долгосрочную память. Это происходит только во сне. Это частично происходит в течение дня, то есть какие-то такие процессы, но
но конкретная архивация, переработка информации и отправление ее в долгосрочную память и составление этих самых систем, о которых я говорила ранее, происходит именно во сне. Когда вы лишаете себя сна, вы лишаете себя и вашего мозга времени и энергии для того, чтобы составить эти системы, для того, чтобы как бы передать знания из рабочей памяти, которая очень легко перегружается, она очень ограничена, она легко как бы из нее выпадает все, потому что как только вы перегружаете себя и не даете себе отдых, она перегружается, и все, что было там ранее выучено, оно просто выпадает в никуда. То есть, если вы много-много-много учитесь, не делайте перерыва в течение дня, а еще лишаете себя сна, либо спите совершенно недостаточно, то есть спите меньше 5 часов, ну вот где-то так, хотя бы 5 часов нужно спать. Нам ученые говорят, что типа, ну хотя бы, ладно, не 8, но хотя бы 5. Если вы этого всего лишаете себя, то вы лишаете себя тех знаний. То есть вы просто впустую тратите свое время. Следующее, узнаем все заранее. А что я в это вкладываю? Я вкладываю в это то, что каждый экзамен, скорее всего, уже был ранее у других курсов, на этом же курсе этого же преподавателя. Какие-то материалы есть. Плюс преподаватель всегда там, в течение семестра что-то приговаривает, подкидывает какие-то темы, что это будет на экзамене, этот вопрос, там, типа, уделите ему внимание и так далее. То есть нам постоянно дают информацию о том, что нас ждет. И вы уже очень четко бьете в цели, вы уже понимаете, к чему вам конкретно нужно готовиться, соответственно, все время, потраченное на подготовку, будет более продуктивным. И вот когда вы узнаете, что у вас будет тестирование, либо какое-то эссе, либо что-то разговорное и так далее, вы уже можете себя проверять. То есть, когда вы готовитесь к экзамену, вам нужно не только повторять, не только насыщать себя знаниями, но и постоянно себя тестировать. То есть это должно быть 50 на 50. То есть вы должны и повторять, и постоянно себя гонять по той форме, которая у вас будет. Если это тестирование, это очень просто. Вы бесконечно проходите похожие какие-то тестирования, если вам не дал преподаватель, если дал, это вообще прекрасно. Берете опять-таки у старшекурсников, вы бесконечно себя гоняете в том плане, что вы проходите, не смотрите никуда, потом вы проверяете, вы понимаете, где у вас проплешины, где у вас не хватает знаний, где вы ошиблись, вы это все повторяете, опять-таки, то есть вы более точечно уже повторяете материал, вы опять проходите, опять проверяете, опять даете себе обратную связь и так далее. То есть это должен быть такой цикличный процесс, и тогда, подходя к экзамену, вы будете уже максимально готовы. И хочу отдельное внимание уделить вот этим моментам, когда вы чувствуете, что вы немножечко плаваете, что ваши знания недостаточно хороши, то есть какой-то материал вы знаете прекрасно, вы в нем разбираетесь, вы молодец, но всегда есть темы, какие-то вопросы, в которых вы плаваете. Это очень важный момент, не упускать их, надеяться, что они вам не попадутся, это очень это слишком оптимистично. Конечно, нужно быть очень оптимистичным, настрой очень влияет на то, как вы сдадите экзамен, но все-таки надеяться, что это вам не попадется, это плохая стратегия, это провальная стратегия, потому что 50 на 50. Попадется, не попадется, других вариантов нету. Соответственно, все-таки нужно прорабатывать вот эти места. То есть мы очень часто скатываемся к тому, вот в повторении, особенно когда мы себя не проверяем, что мы катаем, повторяем одни и те же вещи, которые мы хорошо знаем, потому что, нам кажется, что это хорошо, я же это все знаю, это так классно, я так готов, и все время упускаем те моменты, в которых мы немножечко такие не очень уверенные, потому что, мы не очень хороши в этом. Зачем мы будем это повторять? Потому что вы знаете, что будет провал и так далее. Соответственно, все-таки нужно бить в эти места. Следующий совет, который к нам приходит тоже из исследований, это то, что нужно привыкать к стрессу. То есть наш организм так устроен, что он привыкает к определенному уровню стресса. То есть когда вы там, например, учились только в тишине своей комнаты, а потом приходите на экзамен, где куча народу, большая аудитория, шумно, гамно, и, в общем, стресс ваш будет очень сильный, потому что вы тут сидели один, тихонечко, спокойненько, а тут шум гам и так далее. Соответственно, если вы не привыкли вообще к экзаменам, это у вас первый раз или еще что-то такое, что вы понимаете, что вы очень нервничаете, и это абсолютно незнакомая для вас ситуация,
то постепенно как бы расширяйте свои границы. То есть мы привыкаем, когда вот стресс чуть-чуть выходит за рамки нашего комфорта, ну, то есть там, не знаю, посидите чуть-чуть в кафе, потом посидите в обществе нескольких студентов, расскажите кому-то вот из студентов, потом все больше и больше и больше аудитории, например, набираете. Очень хорошо было бы посидеть в той аудитории, где вы будете сдавать экзамен, чтобы вы привыкли к ней, то есть к помещению, к стульям, к расположению, к доске, к, не знаю, там, акустике и всему прочему. То есть когда вам что-то знакомо, вы уже были в этих ситуациях, это не вызовет стресса. И следующий совет как раз-таки дополняет предыдущий, это то, что нужно не привязываться к месту. То есть есть ряд исследований, которые нам говорят о том, что если вы в одном и том же месте, там, в очень комфортных условиях постоянно учитесь, то это очень чревато, особенно на экзамене, потому что вот вы привыкаете, вы насыщаете это место информацией, как только вас вырывают из этого места, все, привязка заканчивается. То есть если вы специально там не строите свои дворцы памяти, ну это вообще другая история, там, ну, другое построение мнемоническое вот этих всех зацепок. Но когда вы просто сидите на одном и том же месте и учитесь бесконечно, ну как бы вот только в этом месте, вы врастаете информацией в это место, ну вот повторюсь, как только вас вырывают, все, вам кажется, что вы ничего не помните, потому что информация осталась там, зацепки все остались там. Соответственно, ученые нам говорят о том, что меняйте свою локацию, поучитесь немножко дома, в библиотеке, в кафешке, где-нибудь, не знаю, в парке, где угодно. Ну, короче, меняйте свою локацию, меняйте там, где вы сидите. Уровень шума тоже очень важно. Следующий совет из разряда вредных, на самом деле, советов. Это относится к тем, кто не очень любит карточки, но все-таки хочет как-то вот переписать своими словами в какой-то форме. Пишите шпаргалки. Это гениальная вещь, потому что вам на очень маленьком пространстве нужно уместить все, что вам нужно на экзамене. То есть я не призываю ими пользоваться, потому что это все-таки не очень хорошо, но само написание этой шпаргалки заставляет вас провести очень сложную ментальную работу, что, собственно говоря, очень хорошо, полезно. То есть, повторюсь, вы в очень маленькое пространство вмещаете только самые важные моменты. То есть только то, что вам вот обязательно нужно, там, где вы чувствуете немножечко зыбкую поверхность, вот то обычно идет шпаргалку. Соответственно, пока вы ее создаете, вы делаете для себя очень хорошую вещь. Далее, для тех, кто не любит шпаргалки, не любит эти карточки, создавайте ментальные карты. Чем хороши ментальные карты? Хотя многие как-то их сторонятся, потому что кажется, что это сложно, но не заморачивайтесь ее формой, не старайтесь как-то красиво это все сделать, прочертить, чтобы это у вас все вместилось. Нет, не задумывайтесь об этом. Задумайтесь о том, чтобы выписать все, что вот вы знаете. Ну, то есть сесть, вот выписать какие-то понятия, какие-то темы, что у вас будет на этом экзамене, что вы помните, что не помните. Вот это все выписываем и начинаем устанавливать связи. Вот это самое устанавливание, процесс устанавливания связи и потом дополнение вашей карты, то есть что вы там вспомнили, а я еще вот это знаю, об вот этом, а это связано с вот этим, а это, оказывается, тоже как-то перекликается, вы можете там перекрещивать, как-то переставлять эти линии. Вот этот самый главный процесс. То есть не сама красота карты вам нужна, вам нужен сам процесс ее создания этих связей, потому что, повторюсь, наша память любит системы, она их создает. А за счет ментальной карты вы ее создадите сами, то есть вы облегчите работу. И такая карта очень хорошо запоминается, то есть вот это визуальное изображение всех ваших тем на плоскости с связями, это очень хорошо. То есть это очень такая хорошая ментальная зацепка. И я очень сильно советую повторять и учить раздельно, потому что повторение и изучение чего-то нового – это очень два сложных, разных ментальных процесса, которые задействуют определенные когнитивные функции в нашем мозге, но немножечко все-таки разные, потому что это, ну, как бы изучение, это переработка информации и отправление ее из рабочей памяти в долгосрочную память. Повторение – это вытягивание из долгосрочной памяти в рабочую память каких-то вещей, которые вам нужны, как бы, которые вы вспоминаете, потом их обогащение, потом отправка обратно, потому что каждый раз, когда мы вспоминаем, мы перезаписываем наши воспоминания, поэтому мы каждый раз можем его обогатить, что очень хорошо. Собственно говоря, за счет этого повторения и работает, что мы можем все больше и больше насыщать какими-то подробностями наши знания, которые потом запоминаются. И я хочу объединить ограничение и поощрение себя, потому что это два
очень мощных помощника, особенно когда вы интенсивно что-то делаете, то есть вы тщательно, так знаете, сконцентрированно куда-то идете к своей цели. Ну, в нашем случае это цель экзамен, сдать экзамен. Поощрения очень важны в нашем процессе, потому что когда мы учимся, когда мы много вот работаем головой, можно так сказать, у нас очень много тратится дофамина, который работает и с памятью, и с вниманием, то есть практически со всеми когнитивными процессами, которые у нас очень активны. А за счет того, что учебы очень много, дофамин, он не может вырабатываться в неограниченных количествах, он достаточно ограничен. Ну, там не только дофамин, там много нейромедиаторов, они вырабатываются. И впоследствии, если вот мы слишком много учимся, у нас потом идет перегорание, потому что все эти нейромедиаторы истощили все свои ресурсы. Если вы себя хвалите, если вы себя поощряете, если вы даете себе награду, это выработка дофамина. Это просто такой природный прилив сил. То есть вы даете сами себе, как бы своему мозгу в этом случае, допинг. А по поводу ограничений, из-за того, что наш мозг работает так, что если мы дадим ему бесконечное время, мы будем бесконечно делать какой-то процесс. То есть мы можем растянуть любое задание, любую задачу на бесконечное количество времени. Соответственно, когда мы ставим себе очень жесткие рамки, то мы как бы понимаем, что нам нужно успеть. И мы как-то бодрее это все делаем. Плюс по поводу ограничений, что когда вот вам тяжело, вам сложно, вы не досыпаете, не доедаете, вы уставшие, вы уже немножечко измучены, когда вы понимаете, что у этого всего есть конец, все это пережить гораздо проще. И не забывайте про спорт, потому что именно спорт, а именно кардионагрузки, то есть быстрая ходьба, бег, подъем по ступенькам, скакалка, все что угодно. То есть когда у вас пульс учащается, все это кардионагрузка. В общем, в этом процессе, точнее, этот процесс спорт запускает в нашем мозге очень хорошие полезные вещи. Во-первых, улучшается внимание, концентрация, улучшается память, вырабатываются новые нейроны, которые помогают вам лучше запоминать информацию, укрепляются существующие связи, что нам тоже очень хорошо и полезно. И последний микросоветик, очень странный, но он очень сильно рабочий. Это жевать жвачку. Жвачка потрясающе улучшает внимание, концентрацию, она поднимает нашу бодрость. В общем, это очень такая классная вещь для нашего мозга. То есть раньше я думала, что просто освежает дыхание, но есть ряд исследований, которые говорят о том, что повышается качество нашего обучения в этот процесс, когда студент жует жвачку. Все, мои хорошие, на этом все. Я собрала очень много советов. Надеюсь, какие-то один-два, может быть, все советы вам помогут. Я желаю вам удачи, я в вас верю, вы все сдадите, вы большие молодцы. Подписывайтесь, ставьте лайк и до следующих видео. Пока-пока.